Здравствуйте, друзья! В двух частях этого мастер-класса я вам расскажу, как создать вот такой барельеф ветки магнолии из гипсовой шпаклевки, как сделать фон из декоративной штукатурки и расписать готовую работу. По проекту дизайнера, 3D-визуализацию которого вы видите на своих экранах, в гостиной на одной из стен предполагалось художественное оформление. Я предложила создать барельеф ветки магнолии, и заказчикам очень понравилась эта идея. На первом этапе я разработала эскиз в векторной графике. Распечатала его в печатном салоне и разместила на стене согласно эскиза. Основные стены в гостиной были покрыты светлой декоративной штукатуркой, и их необходимо защитить. Для этого я использую укрывную пленку на малярном скотче. Она очень удобна в работе, так как легко крепится на любую поверхность и надежно защищает интерьер во время ремонта от случайного попадания краски или пыли. Сначала мы фиксируем пленку на стене, а затем аккуратно расправляем ее по поверхности. Стены были уже подготовлены к работе, как под фактурную декоративную штукатурку специалистами по отделке помещений. На следующем этапе снимаем эскиз со стены, кладем его на ровную поверхность и натираем сепией или сангиной в мелках по всей поверхности с обратной стороны. Далее необходимо разместить эскиз на стену с помощью малярного скотча. Затем рисунок эскиза обводится шариковой ручкой. Таким образом, он копируется на поверхность стены. Убираем эскиз в сторону и обводим рисунок еще раз. На следующем этапе необходимо закрепить нанесенный рисунок с помощью пропитки глубокого проникновения. В своей работе я использую пропитку фирмы Pufos или Cerizit. Вы можете использовать любую другую подобную пропитку. Этот слой мы просушиваем не менее часа. Далее нам понадобится гипсовая шпаклевка. В этом проекте я использую Knauf Uniflot, так как по своим свойствам он хорошо подходит для данной работы. Небольшой совет: чтобы шпаклевка длительное время не теряла свои свойства, ее необходимо пересыпать в пластиковые ведра с герметичными крышками. Следующим шагом шпаклевку необходимо развести водой в соотношении 1 к 2. Для этого я использую половину резинового мячика. Наливаем в него 3 мерные ложки холодной воды и кладем 6 ложек гипсовой шпаклевки. Объем моих мерных ложек равен 50 мл. Если у вас нет таких емкостей, то их можно заменить одноразовыми пластиковыми стаканами. Для размешивания шпаклевки лучше использовать деревянную палочку или мастихин. Ни в коем случае не размешивайте шпаклевку с помощью миксера, так как в этот момент с гипсом может произойти химическая реакция, и материал потеряет свои свойства. Обращаю ваше внимание на емкость для размешивания. Как я вам говорила ранее, это половина детского резинового мячика. Он очень удобен в работе, так как после высыхания шпаклевка из него легко удаляется простым выворачиванием наружу. Это очень важный момент,
так как если остатки засохшей шпаклевки будут присутствовать в емкости, то последующие замесы могут быстро терять свои свойства. Все, раствор готов к работе. Наносим первый слой материала по рисунку веток с помощью мастихина. Хочу обратить ваше внимание на то, что обязательно во время работы должно быть установлено дополнительное освещение. И лучше, чтобы оно имитировало то освещение, при котором будет использоваться готовый барельеф. Это очень важный момент, так как от него будет зависеть качество выполнения вашей работы. Края веток стараемся делать неровными, чтобы они смотрелись естественно. Далее делаем небольшую фактуру. Для этого шпаклевку слегка приподнимаем мастихином, а затем по верхушкам немного ее разглаживаем. Последите за процессом. Дальше разводим шпаклевку немного жиже и в меньшем объеме. То есть мы берем одну мерную емкость воды и 2 емкости шпаклевки без горки. Для работы нам понадобится кондитерский шприц. В моем случае это шприц фирмы Westmark. В вашем случае это может быть любой другой кондитерский шприц. Главное, чтобы его поршень очень плотно прилегал к тубе. Насадку мы будем использовать с небольшим круглым отверстием. Вставляем ее в шприц и закручиваем. Вставляем поршень на место и проверяем. Шпаклевка из отверстия должна выходить легко. Вот так. Далее начинаем наносить средние и тонкие ветки барельефа. Для этого выдавливаем материал по рисунку, плотно прижимая шприц к стене. Затем шпаклевку поправляем небольшим мастихином. В этот момент необходимо создать фактуру коры дерева. В местах, где ветки будут прятаться под цветы и бутоны, нанесенную фактуру прижимаем и заводим под будущие объемы. Последите за тем, как я это делаю. Вот так должен выглядеть первый этап нанесения объемов. Этот слой рельефа оставляем просушиваться не менее суток. На следующий день наносим рельефы бутонов с помощью шприца. Затем поправляем их мастихином. Старайтесь сразу сформировать рисунок бутона. В этот момент советую вам воспользоваться фотографиями бутонов магнолии, которые вы сможете найти в интернете.
Внимательно изучите форму бутонов и постарайтесь повторить ее в своей работе. Понаблюдайте за процессом. Далее я расскажу вам, как мы будем формировать цветы магнолии. Перед нами нарисованы 3 цветка. Вот этот небольшой полураскрывшийся цветок будет на дальнем плане. Следующий цветок на среднем плане. И вот этот большой цветок будет на переднем плане. Последовательность нанесения объемов будет такая. Первым наносим дальний план, далее средний план, затем передний. Теория закончена, приступаем к практике. Разведенную шпаклевку начинаем наносить на дальний план с помощью мастихина. Лепестки каждого цветка мы также должны разбить на планы и в соответствии с этим наносить материал. Не старайтесь в этот момент набирать большой объем материала. Оставляйте задел для следующих планов. Мы должны создать впечатление, что цветы как бы выходят из стены. И чем ближе к нам план, тем объем будет выше. Понаблюдайте за процессом, и вам станет понятно, что я имею в виду. Далее начинаем наносить средний план, который будет немного заходить на ранее нанесенные объемы. В этом месте у нас находится серединка цветка. Мы ее нанесем позже, после того, как сформируем основные объемы. А пока мы ее закрываем шпаклевкой и продолжаем наносить остальные лепестки на среднем плане. В этот момент старайтесь сразу формировать красивые линии рельефа. Формируем завернувшуюся часть лепестка. В этом месте действует то же правило. Сначала мы набирали дальний план, а теперь набираем ближний. В том месте, где один лепесток прячется за другой, материал наносим небольшим слоем, то есть сводим его на нет. На последнем этапе формируем объем лепестка на переднем плане. Я вам рекомендую внимательно рассмотреть фотографии цветов магнолий. Попробуйте уловить их пластику линий и передать ее в своей работе. Таким образом, мы наносим весь средний план. Теперь приступаем к формированию цветка, который находится на переднем плане. Для этого, как и ранее, мы идем от общего к частному. То есть разбиваем этот цветок на планы и начинаем наносить объемы лепестков с дальнего плана.
Затем наносим лепестки переднего плана. В конце мы наносим самые выступающие лепестки на переднем плане. Вот так будет выглядеть работа на данном этапе. Оставляем просушиваться этот слой шпаклевки не менее суток. На следующий день необходимо внимательно рассмотреть получившиеся рельефы и решить, где еще хотелось бы добавить объема. Эти места мы намечаем карандашом. Также проводим линии середины лепестков, пластик у которых вы сможете взять с вашего эскиза или с фотографии цветка магнолии. Я воспользовалась линиями своего эскиза. На этом этапе я также обдумываю пластику самых выступающих частей цветов. Посмотрите, как я это делаю. В этот момент на ветках я помечаю те места, где необходимо поднять рельеф. Во время работы по увеличению объема веток вы должны видеть и понимать, что одна ветка выходит из-под другой, и в месте смыкания нижняя ветка должна иметь меньший объем, чем верхняя. Это должно четко считываться в вашей работе. Набирайте рельеф ветки так, чтобы в центре он имел самый высокий объем. На данном этапе формируйте фактуру коры. Затем ее слегка приглаживайте по верхушкам с помощью мастихина. Это действие повторяйте до тех пор, пока фактура вас полностью не устроит. Далее мы увеличим объем ветки на переднем плане. В этом месте мы набираем более высокий рельеф и формируем фактуру коры. Я хочу обратить ваше внимание на то, что чем интереснее и объемнее вы наберете фактуру веток, тем они эффектнее будут смотреться при тонировке готового барельефа. На следующем этапе начинаем наносить рельефы цветов по намеченным линиям. В этот момент объемы необходимо набрать с запасом, так как далее мы их будем обрабатывать, и у нас должно быть достаточно материала, чтобы было из чего вырезать. Посмотрите, как я это делаю.
последнюю очередь мы наносим объем по переднему плану. Формируем загнутые части лепестков, которые должны иметь достаточно высокий рельеф. Просушиваем этот слой не менее суток.